Правда ли, что существует нечто большее, чем просто счастливое воссоединение? Был ли момент, когда BTS снова собрались на пляже Лос-Анджелеса лишь временным воссоединением? Или же существовала скрытая реальность, которую Тэхён наконец раскрыл, пока Чингук не был по-настоящему шокирован? Этот вопрос теперь в центре внимания миллионов ARMY по всему миру. Встреча, которая поначалу казалась полной улыбок, смеха и ностальгии, внезапно оставила большой вопросительный знак после того, как Тэхён наконец заговорил и рассказал то, чего раньше не мог себе представить. Все знают, что воссоединение BTS на пляже Лос-Анджелеса было долгожданным моментом. После стольких лет участники были заняты своими собственными делами. Их совместное появление на берегу моря Лос-Анджелеса, казалось, стало для фанатов лекарством от тоски. На видео и фотографиях, которые распространялись, они играли, смеялись и даже пели вместе, как и прежде. Но кто бы мог подумать, что за всем этим счастьем скрывается гораздо более сложная история. Тэхён с серьезным выражением лица, наконец, раскрыл то, что повергло Чингука в шок, даже резко изменив атмосферу. Что же именно сказал Тэхён? Почему его слова вскрыли старые раны, которые никогда не трогали раньше? И почему Чингук был самым удивленным, услышав это? Эта череда событий потрясла ARMY, одновременно открыв другую сторону воссоединения, о котором раньше и не мечтали. Воссоединение BTS в Лос-Анджелесе на самом деле было запланировано задолго до этого. Многие думали, что это мероприятие было лишь поводом развеять тоску, посмеяться или просто вспомнить прошлое. Но, по словам источников, близких к одному из участников, у этого момента на самом деле был более глубокий смысл. Между участниками группы произошел серьезный разговор, который нужно было обсудить, что-то, что могло бы определить будущее BTS. Это стало яснее, когда Тэхён внезапно решил высказаться. Хотя изначально атмосфера была полна шуток и радости на фоне океанских волн, сопровождавших вечер воссоединения, Тэхён многозначительно посмотрел на Чингука. Все участники на мгновение замерли, словно понимая, что то, что сейчас вырвется из уст Тэхёна, не будет чем-то пустяковым. «Есть кое-что, что мы все скрывали», — тихо, но достаточно четко произнес он, чтобы услышать все присутствующие. Одной этой фразы было достаточно, чтобы Чингук повернулся с растерянным и шокированным выражением лица. Возник большой вопрос. Что именно скрывал Тэхён? Почему он выбрал этот счастливый момент воссоединения, чтобы раскрыть правду? И, что еще важнее, какое отношение имел Чингук к тому, что он выглядел таким шокированным? Источники, присутствовавшие на месте, рассказали, что Чингук однажды схватился за голову и поклонился, услышав первое заявление Тэхёна. ARMY, увидевшие клип через короткие записи в социальных сетях, тут же впали в истерику, начали строить догадки и даже выдвигать различные теории. Некоторые подозревали, что Тэхён раскрыл что-то о внутренних отношениях между участниками группы. Другие говорили, что это связано с будущим группы после продления контракта. Однако ответ оказался шокирующий, чем просто слухи. Тэхён рассказал, что воссоединение в Лос-Анджелесе было не просто встречей, но и обещанием, которое нужно было выполнить. Он сказал, что ему всегда чего-то не хватало, что-то, что заставляло его чувствовать себя виноватым, и Чингук был одной из главных причин. Эти слова сделали атмосферу еще более эмоциональной. Чингук, известный своей силой и жизнерадостностью, внезапно потерял дар речи. Он мог лишь смотреть на Тэхёна со слезами на глазах, словно не веря услышанному. Еще более шокирующим было то, что слова Тэхёна, казалось, давали понять, что их единение в Лос-Анджелесе было связано не только с прошлым, но и с будущим. «Я больше не хочу сожалений», — сказал Тэхён дрожащим голосом. Эта фраза сделала атмосферу еще более трогательной, но при этом полной таинственности. Что он имел в виду под сожалениями? Было ли когда-то принято важное решение, которое задело кого-то из участников группы, особенно Чингука? Для ARMY эти слова стали предметом споров. Некоторые считают, что Тэхён говорил о трудных временах, когда BTS были на пике популярности, но столкнулись с огромным давлением индустрии. Другие считают, что Тэхён сигнализировал о будущем музыкального направления, словно напоминая, что BTS — это не просто группа, а семья.
Чингук, которого долгое время считали золотым Макне, слушал все это со смесью шока, тронутости и замешательства. На вопрос одного из присутствующих Чингук лишь коротко ответил: «Я не ожидал, что Тэхён скажет это здесь». Одного этого ответа было достаточно, чтобы заставить публику еще больше задуматься о том, что именно он имел в виду. Воссоединение в Лос-Анджелесе, поначалу полное улыбок, превратилось в момент глубоких размышлений. Камеры, запечатлевшие выражение лиц каждого участника, показали, что Джин молчит, Джей Хоуп кланяется, а Рэм смотрит на море с тяжелым выражением лица, а Чимин, казалось, почти плачет. Этот момент был уже не просто воссоединением, а честным признанием, которое долго сдерживалось. Многие фанаты признались, что были охвачены эмоциями, пересматривая запись. Они словно увидели самую хрупкую сторону BTS, которую редко можно увидеть на публике. Вопрос становился все серьезнее: изменит ли признание Тэхёна направление дальнейшего развития BTS? И почему Чингук был так потрясен этим заявлением? Очевидно, что воссоединение BTS в Лос-Анджелесе теперь воспринимается не только как ностальгический момент, но и как поворотный момент, полный сюрпризов. Тэхён открыл дверь для более глубоких разговоров, а Чингук стал не только свидетелем, но и тем, на кого это повлияло больше всего. Было ли это началом новой главы в истории BTS? Или, скорее, предупреждением о том, что между ними есть нерешенные вопросы? Все остается загадкой, но одно несомненно. Армия никогда не перестанет искать ответ. В конце концов, после всех этих смелых домыслов, вопросов и эмоциональных историй о заявлении Тэхёна на воссоединение BTS в Лос-Анджелесе, необходимо подчеркнуть одно. Эта новость не совсем соответствует действительности. То, что было заявлено, что было искажено короткими видеороликами и что стало предметом долгих обсуждений среди фанатов на разных платформах, на самом деле оставило множество пробелов, которые доказывают, что история шокирующего признания Тэхёна не вся правда, а скорее преувеличенная интерпретация короткого момента. Воссоединение BTS в Лос-Анджелесе действительно произошло. Это был момент, полный ностальгии, смеха и единения. Однако заявление, преподнесенное как шокирующий факт, повергший Чингука в шок, на самом деле не было воплощено в столь драматичной форме, как сообщалось. Тэхён действительно говорил что-то трогательное, но контекст был проще, чем многие предполагали. Он лишь выразил свою тоску, благодарность за возможность воссоединиться с участниками группы после столь долгого перерыва и сообщил, что не хочет сожалеть о чем-либо в будущем. Это предложение, если его сократить и связать с различными домыслами, может показаться драматичным, но на самом деле Тэхён лишь подчеркнул важность единения. По словам присутствовавших сотрудников, шокированный взгляд Чингука был вызван не раскрытием какой-то великой тайны, а тем, что он не ожидал, что Тэхён будет говорить так честно и эмоционально на публике. Близкий друг участников группы даже сказал, что выражение лица Чингука было скорее тронуто, чем потрясено великой тайной. К сожалению, этот короткий момент был перекручен в гораздо более масштабный сюжет, вызвав удивление и бурю эмоций у ARMY по всему миру. Важно отметить, что BTS — группа с невероятно преданными поклонниками по всему миру. Поэтому каждое слово, жест или выражение лица могут стать предметом крайне широкого толкования. Социальные сети с их скоростью и охватом лишь усилили это. То, что изначально было всего лишь 5-секундным видеоклипом, может превратиться в скандальную новость с сюжетом, полным драматизма. Именно это и произошло во время воссоединения в Лос-Анджелесе. Если посмотреть глубже, этот феномен не первый, затронувший BTS. С самого начала их карьеры часто возникали различные слухи, домыслы и драматические истории, порой превосходящие саму реальность. Однако участники BTS всегда демонстрировали, что предпочитают реагировать спокойно, позволяя времени доказать правду. И этот раз не стал исключением. Тэхён ни разу не упомянул о внутреннем конфликте. Не было никаких заявлений, направленных против Чингука, и не было никакого великого признания, которое изменило бы историю BTS. Все это было лишь преувеличением. На самом деле воссоединение на пляже Лос-Анджелеса стало одним из самых теплых моментов для BTS. Они шутили, пели, играли с волнами и лелеяли единение, давно утраченное из-за плотного графика. Эта атмосфера была пропитана братством, а не скрытой драмой.
Если и были слезы, то это были слезы радости от того, что они снова вместе, а не слезы ран от раскрытия темной тайны. Арми, которые поначалу возмутились, со временем начали понимать, что эта новость не отражает реальности. Многие крупные фан-аккаунты наконец опубликовали разъяснение, подчеркивая, что Тэхён не раскрыл никакой шокирующей правды. Вместо этого были благодарность и счастье. Эти разъяснения постепенно смягчают волну домыслов, хотя и преподают важный урок. Как легко из простого момента может возникнуть драматическая история. Отсюда возникает вопрос для размышлений. Не слишком ли быстро мы, зрители и фанаты, верим в истории, созданные СМИ? Предпочитаем ли мы драматические истории простым истинам? Это другая сторона феномена BTS. Они не только айдолы, но и мировой центр внимания, который делает каждую деталь их жизни преувеличенной, романтизированной и даже чрезмерно потребляемой публикой. В заключение, новость о том, что Тэхён раскрыл шокирующие факты, пока Чингук не был шокирован воссоединением BTS в Лос-Анджелесе, действительно привлекла внимание. Но на самом деле, никакого серьезного признания, как описано, не было. То, что действительно имело место, было моментом, полным благодарности, любви и единения. Если что-то и было шокирующим, так это искренность дружбы и сохранившихся между ними связей. И если Чингук замолчал, то лишь потому, что был тронут, увидев, как Тэхён, его друг, осмелился высказать свои искренние чувства перед всеми. Эта новость, хотя и не совсем правдивая, преподала важный урок о том, как СМИ и домыслы могут изменить восприятие. Армии, как преданным зрителям, нужно быть мудрее и отличать факты от драматических историй, созданных исключительно для кликбейта. Потому что, в конце концов, самое главное — это не драма, которую мы создаем, а истинное счастье участников BTS, которое мы можем поддержать со всей душой.